Всем привет, с вами Артем. Сегодня я хотел бы вам предложить посмотреть на тесты производительности минимально дешевых процессоров на LGA 2011 V3. Скажем так, минимально возможный порог входа в гейминг, в рамках процессора, конечно. На сейчас стоимость Xeon E5 2620 V3 это $3, 2660 V3 $6. За этот год произошло, наверное, одно из самых серьезных снижений стоимости на линейку процессоров 2011 III. Чего не скажешь за материнские платы, они по-прежнему стоят дороговато, как для китайского рефаба. В нашем случае Huananji X99BD4. Если кто не знал, то чипсеты на китайских платах бывшие в употреблении. Все остальное стараются собирать пока из новых недорогих комплектующих. Что касается памяти, то тут также серьезно просела цена. В нашем стенде 4 планки Clissor по 8 гигабайт. Можно взять примерно за $30. Менее чем год назад стоимость 4 этих планок обходилась в $80. Самая крайняя моя покупка данных планок 8 октября 2022 года, 2 штуки по 8 гигабайт за $40. Причем такая цена тянулась практически до конца весны 23-го. Грубо говоря, за лето рухнули цены. Стоит отметить, что, например, 2620 V3 я ранее уже тестировал отдельно и в связках с упором в карту и в двухканальном режиме памяти, но изменилась видеокарта с GTX 1070 на RX 5700 XT, и я хотел зацепить большое количество игр, и современных, и очень требовательных, но, к сожалению, начав тестировать с 2660 V3, я понял, что по сути более производительная карта не дает мне такой возможности. Если честно, это меня конкретно осадило, так как ажиотаж вокруг всего этого был у меня серьезный. Данное видео должно было выйти гораздо раньше, но опустились руки и особо не хотелось сделать одно и то же с ранее проведенными тестами. Буквально не хватает процентов 15-20 мощности видеокарты, чтобы спокойно тестировать процессоры в 720p. За 1080 и речи не может быть. Снижать графику — это уже совсем крайняя мера, меня она особо не устраивает. Потом получается винегрет из всех полученных результатов. Также и 8 гигабайт видеопамяти в отдельных проектах осаживают у установки на максимальные настройки. Но в любом случае работаем с тем, что есть, и все же пару требовательных игр получилось втиснуть в данный тест. На тоненького, но все равно будет как шаблон, от которого впоследствии будем отталкиваться. Но немного сглаживает ситуацию процессор 2660 V3, его я у себя еще не тестировал. Если есть желание, могу провести тесты связок данных процессоров с упором в карту. В результате посмотрим, как, например, тот же 2620 V3 будет трудиться в паре с RX 5700 XT. Как вы уже поняли, процессоры у нас сегодня будут Xeon E5 2620 V3 и E5 2660 V3 под анлоком. 3,2 ГГц на 3,3 соответственно. Разберем, какое количество кадров на текущее время процессоры смогут подготовить в представленных игровых проектах. Будут также и результаты синтетических бенчмарков в конце. Работают процессоры с разными частотами памяти. Первый это максимум 1866 МГц, второй дает возможность поставить 2133. Более подробнее о стенде можно будет посмотреть в описании и в прикрепленном комментарии. Настройки максимально возможны, разрешение 720. Захват видео осуществлялся с помощью устройства видеозахвата с отдельным компьютером для обработки. На диаграммах будет результат чистого прогона бенчмарка FPS без оверлея. По этой причине не попал в тест Far Cry 6. На базе данной системы оверлей, что FPS монитор, что MSI Afterburner, сносит в результате бенча около 8 кадров. Например, в недавнем тесте Ryzen 7 2700 такой погрешности не было. И как обычно начинаем с Лары. На мой взгляд, бенчмарк один из самых показательных, особенно третий его эпизод под тест процессоров. Настройки максимальные, разрешение 720. Игра по ходу использует апскейлинг и оверлей показывает, что типа Full HD. Средняя частота по бенчмарку 108 на 126. 2620 V3 интересен тем, что его можно втиснуть абсолютно в любую материнскую плату, а вот у 2660 там есть небольшие ограничения, прям в самый дешман нежелательно ставить. Но и активное охлаждение цепи питания под эти процессоры не надо. Hitman 3. Настройки максимальные, средняя частота по бенчмарку Dubai 157 на 185. На диаграммах в конце можно заметить нехилую разницу между минимальным FPS 86 на 130. Прогонял бенчмарк FPS раз по 10, все что есть, все наше. Afterburner видит так. И, кстати, на моей памяти в 2004 уже был Hitman 3, тот, который контракт. Получается, идем по кругу.
Dedal N2, настройки ультра, средняя частота по представленному отрезку 88/101. Самое интересное, что тот кусочек, который я показываю в тесте, самый требовательный, так как в начале, когда мы выходим из дома до этой самой улицы, там под 120 кадров, и такой же конец на этой улице. И в среднем нам бенчмарк выдает выше, чем на видео. Но знайте, что Bench FPS запускается раньше и тормозится позже, и картинка рисуется в нем немного шире показанного. Division 2 вернулся опять в тесты, и я этому очень рад. Настройки максимум, средняя частота кадров 95/101. В 2019 получил эту игру с покупкой процессора Ryzen 2600 и просто на ней гонял бенчмарки. Но вот после прохождения в 22-м первой части решил наконец-то поиграть весной текущего года и скажу, что боевые замесы, наверное, одни из лучших, а в кооперативе с товарищами вообще жара. Если не играли, попробуйте, я думаю, даже сюжетка зайдет на ура. Но желательно начать с первой части, там как раз подходящая атмосфера, Рождество, зима, все дела. Можно заметить, что температура видеокарты с 2620 выше, но это просто слетел андервольт карты и, соответственно, настройки вертушек. На адреналине это бывает часто. В данном случае на производительность процессоров это не влияет. Наша любимая Dota 2, настройки максимум, разрешение 1080, средняя частота кадров 152/169. Тут, чтобы загрузить RX 5700 XT в Full HD на всю катушку, нужен процессор с конкретной производительностью на ядро. Ну и, как говорится, пошла жара. The Last of Us, настройки высокие, FSR качество. Тут пришлось прибегнуть к компромиссу настроек. Средняя частота кадров в данном эпизоде 69/83. Можно обратить внимание, что 2620 иногда пробует свой максимум. Если честно, еще не видел ни одну игру, чтобы вот так вот по полной гоняла шестиядерный Xeon. С упором в более производительную карту без вертикалки уже, наверное, нормально и не получится поиграть. А вот 2660 держится молодцом, но, к сожалению, повторяется картина, как когда-то мною тестированный 2622V3, который в играх не держал анлок. То есть нагрузка тут серьезная, примерно как на рендере. В нашем случае не спасает даже Undervolt минус 50 мВ. Мы видим частоту 3,2 ГГц. Обитель зла 4, настройки условно очень высокие, уровень 6,5 ГБ видеопамяти, волосы отключены, FSR качество, разрешение 720. И вот только в таком режиме мы не долбимся в сотку видеокарты. Оставим этот шаблон на будущие тесты для процессора. Средняя частота кадров по отрезку 125/153. Война миров Z, настройки ультра, средняя частота по бенчмарку 146/168. Ну и по старинке к ранним бенчмаркам у нас возвращается Stalker Zoo Припяти. Настройки максимальные, а результаты посмотрим по окончанию прогона. Этот бенчмарк интересен тем, что использует одно-два ядра, и интересно посмотреть, как на такие процессоры он реагирует.
Вот такие получились результаты, предлагаю обсудить их в комментариях, интересно почитать ваше мнение. Скажу, что на самом деле процессоры капризные по поводу полной нагрузки в рабочих задачах, например в рендеринге. Так как 2620 V3 смог переварить Undervolt минус 90 мВ, его получилось втиснуть в теплопакет 85 Вт. И как не загружая его, он железобетонно стоит на 3,2 ГГц, но можно попасть на менее удачный и при полной нагрузке будет 3,1 ГГц. А вот 2660 на моей практике усадить 105 Вт ни разу не получалось. Даже были процессоры с Undervolt минус 115 мВ, не помогает. В результатах Corona Benchmark можно посмотреть фактическую частоту процессора при рендеринге. В дальнейшем все-таки есть желание провести тест связок данных процессоров с RX 5700 XT, как говорится, для полноты картины. Подскажите, стоит оно того или нет. Ну а на этом у меня все. С вами был Артем. Не болейте. Всем добра.